Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня будет продолжение дегустации самой дешевой еды из магазина «Красное и белое». Балык юбилейный. Состав вполне обычный для такого продукта. Основным компонентом является мясо свинины. Балык юбилейный, стоимость 72 рубля 49 копеек. Изготовлено в городе Москва. По запаху этот балык пахнет копчененьким. Нарезка, конечно, супер тоненькая. Толщина нарезки примерно 1,5 мм. Попробуй на вкус. По вкусу эта нарезка мне понравилась. И цена, конечно, здесь невысокая. В других магазинах такое вот количество стоит уже больше 100 рублей. Ну а здесь 72 рубля, я думаю, что вообще нормальная цена. И иногда, в общем, можно покушать, если хочется чего-нибудь вот такого вкусного, но вредного. Друзья, на моем канале на Дзен проходит конкурс комментариев. Условия очень простые. Нужно подписаться на канал, посмотреть видео от начала и до конца, написать комментарий. Тот, кто больше всех посмотрит видео и напишет комментариев, получит 10 тысяч рублей. Ссылка в описании. Сыробогатов, король сыров, сыр фасованный. Вкус топленого молока. Состав неплохой, но топленого молока, конечно же, здесь никакого нету, а просто присутствует ароматизатор топленое молоко. Сыр король сыров, стоимость 109 рублей 89 копеек. Адрес производства Свердловская область, город Верхняя Пышма. Масса сыра 125 граммов. По цвету этот сыр очень сильно напоминает чеддер. Какого-то сильного запаха топленого молока здесь не ощущается, просто вот такой легкий сырный запах. Попробую на вкус. Этот сыр мне очень сильно напомнил российский, но только что добавлен ароматизатор топленое молоко и красителя побольше. Ну а так вкус... Ну а так я бы не сказал, что какой-то королевский вкус у этого сыра. В общем, обыкновенный сыр. Ну, я думаю, что для своего качества вполне приемлемая цена. Не сказал бы, что этот сыр супер дешевый. Но вот такой сыр я еще не пробовал из красное и белое. Вот решил попробовать и рассказать вам. Сыр, в общем, нормальный, но хотелось бы, конечно, чтобы он был подешевле. Из плюсов удобная упаковка, потому что ее можно отклеивать и заклеивать несколько раз. И поэтому сыр заветриваться в такой упаковочке не будет. Шпроты из балтийской кильки в масле. За родину, гарантия вкуса и уверенности с 1947 года. Масса нетто 160 граммов, масса рыбы 112 граммов. Получается 50 граммов здесь масла. Шпроты за родину, стоимость 89 рублей 69 копеек. В составе килька балтийская, масло подсолнечное, масло горчичное и соль. Состав полностью натуральный. Изготовитель ООО «Рыбзавод за родину». Это Калининградская область, поселок Взморье. На внешний вид шпроты смотрятся хорошо. Они не супер мелкие, конечно, и не супер крупные, но и стоят они не супер дорого. Запах копчененький, обычный запах для шпрот. Рыба эта обезглавленная, но она не почищена от внутренностей. За счет этого тоже цена подешевле. Ну и думаю, что она не всем тоже понравится, потому что с внутренностями не все захотят есть эту рыбу. Но я не такой брезгливый, поэтому попробую на вкус. Я небольшой любитель шпрот, покупаю их очень редко, потому что они и копченые, и в масле, в общем, и жирные. То есть, скажем так, пользы в них немного. Но зато, конечно, вкус приятный. Вот и у этих шпротов тоже приятный вкус. Даже нету желания их выкидывать, поэтому постепенно я, в общем, потихонечку их скушаю. Я думаю, что 89 рублей это нормальная цена для таких шпротов. Вот качеству она соответствует, то есть качество неплохое. Единственный минус то, что эта рыба не почищенная. Хохланд, плавленый сыр с ветчиной. Масса 100 граммов. Так как в составе есть ветчина, а как мы знаем, ветчину делают не строго из мяса, то, конечно же, огромное количество различных добавок в этом сыре имеется, в том числе есть и консерванты, и красители, и ароматизаторы, в общем, полный набор. Сыр Хохланд с ветчиной, стоимость 52 рубля 99 копеек. Изготовлено в Московской области, поселок Раменской агрохимстанции. Сыр этот приятно пахнет. По консистенции, ну, в общем, как и плавленый сыр. Попробуй на вкус. С ветчиной сыр, конечно, гораздо вкуснее, чем без ветчины. Но за счет этого состав, конечно,
Но за счет ветчины состав, конечно, не очень хороший. Да и без ветчины состав не очень хороший. Куча всяких добавок. В общем, вкус замечательный, вкус мне нравится. Если бы был бы еще состав натуральный, то было бы вообще супер. Творожок Мама Лама, клубника плюс банан. Масса 100 граммов. Массовая доля жира 3,8%. Состав неплохой, и он практически полностью натуральный. Есть кое-какие добавки, но это не критично. Творожная масса, стоимость 31 рубль 89 копеек. Изготовлено в Московской области, город Раменский. От этого творожка идет приятный клубничный аромат. По консистенции творожок не супер жидкий, но и не супер густой. В общем, нормальная консистенция для такой жирности. Попробую на вкус. По вкусу творожок мне этот понравился. Очень приятненький. Чувствуется и клубника, банан чувствуется меньше. Срок хранения этого творожка 1 месяц, потому что у него нету консервантов. Я думаю, что за 30 рублей отличный десертик. Мне, по крайней мере, он по вкусу понравился. Так что еще бы раз я такой бы купил. В общем, по-моему, отличное сочетание цены и качества. Ник Бионут. Арахис жареный с морской солью. Масса 200 граммов. В составе только лишь арахис и соль. Арахис жареный соленый. Стоимость 54 рубля 99 копеек. Адрес производства Московская область, город Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятина. Внешне арахис смотрится очень хорошо пожарен, такой кремоватый у него цвет. Арахис этот не пережарили, сейчас попробую на вкус. Очень хорошо, что у этого арахиса есть вот такое окошечко прозрачное и видно, какого качества орешки. Я сразу смотрю, что вроде бы они такие нормальненькие, не пережаренные, и решил попробовать. Попробовал, и по вкусу мне все понравилось. Арахис вкусный, хорошо пожаренный, конечно, попадаются и пережаренные. Например, вот этот орешек, он немножечко пережаренный, но процент совсем небольшой. Может быть, 1% только лишь пережаренных попадается. А в целом арахис вкусный, он немножечко солененький. То есть с солью тоже не переборщили. Думаю, что для своей цены качество очень хорошее. Еще бы раз я такой арахис купил. Сливочное эскимо Левушка. Это мороженое с мягкой карамелью в молочно-шоколадной глазури. Масса не очень большая, 65 граммов. Мороженое хоть это и называется сливочное, но сливок в составе нету. Мороженое сделано из молока и масла. А масло это кокосовое. В общем, почему-то в дешевое мороженое стали очень часто добавлять какое-то кокосовое масло. Не знаю точно, на самом деле это кокосовое масло, может быть оно какое-то и другое, просто стали так вот писать, чтобы думали, что это какое-то кокосовое масло, а не пальмовое. Может быть, его решили заменить, но все равно, в общем, что-то странное. Если вы что-то знаете, какая-то есть у вас информация, что такое за кокосовое масло, то пишите в комментариях. Эскимо Левушка, стоимость 42 рубля 99 копеек. Адрес производства город Белгород. Внешне это мороженое имеет отличную форму. Ничего даже не растрескалось. Проверю на мягкость. Не супер мягкое мороженое, бывает и помягче. И карамели здесь внутри, как мы видим, не супер большое количество. В основном одно вот это вот беленькое мороженое. Попробую на вкус глазурь. Вполне нормальный шоколадный вкус. Теперь попробую само мороженое вместе с карамелью. По пятибалльной системе я бы оценил это мороженое на 4 с минусом, потому что вот вкуса чего-то такого молочного, сливочного вообще что-то особо не ощущается. Вкус какой-то водянистый. Сама вот эта вот карамель, конечно, вкусная, вкус карамели. И глазурь хорошая, шоколадная, а вот мороженое как-то вот особого какого-то вкуса не имеет. То есть я бы попробовал, я бы сказал, что это мороженое какое-то из воды. Еще бы раз я такое не купил, потому что уж какой-то слишком водянистый вкус. Каша овсяная, яблоко, изюм. Торговая марка Увелка. Состав этой каши полностью натуральный. Яблоко здесь сушеное, а изюм в рисовой обсыпке. То есть просто в рисовой муке. Масса упаковки 35 граммов. Каша овсяная, стоимость 7 рублей 99 копеек. Изготовлено в Челябинской области, поселок Увельский. Кашу эту варить не нужно, просто высыпаем пакетик в тарелку, заливаем кипятком или молоком горячим, перемешиваем и 5 минут настаиваем.
Прошло 5 минут, и давайте посмотрим, какая же каша у нас получилась. Каша получилась густая, видимо, воды я налил нормальное количество, немного. Изюма, конечно же, здесь не супер большое количество, вот одну изюминку вижу, вторую, и, по-моему, и все, в общем, на целую упаковку всего лишь 2 изюминки. Кусочки яблока здесь плохо заметны, потому что они тоже светлые, сливаются с самой этой кашей. Ну, теперь попробую на вкус. Сами овсяные хлопья вполне обычные, но вот только что изюма и яблок здесь очень-очень мало. Изюма, вот как я и думал, всего лишь 2 изюминки оказалось. Ну, а яблок практически вообще очень мало кусочков, тоже вот один кусочек нашел там, в общем, не знаю, может, яблок чуть-чуть и побольше, но все равно немного. Ну и сама по себе эта каша, она немножечко сладковатая. Ну, по крайней мере, вкус не приторный. Думаю, что для своей цены качество вполне приемлемое, потому что каша это недорогая. Ну и, по сути дела, для завтрака она подойдет. То есть завтрак за 8 рублей это очень недорого, я думаю. Так что, в общем, можно покупать такую кашу. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!